Всем привет, друзья! И сегодня я вам расскажу и даже покажу, когда лучше всего продавать альткоины. Все мы сейчас ждем альт-сезон, многие также уже перестали верить в то, что скоро будет альт-сезон. И я решил сделать вот такое видео, чтобы показать, что когда лучше продавать альткоины и когда лучше в них заходить. Многие задаются вопросом, по какой цене они будут выходить из альткоинов. Но самое важное здесь, главное понять не по какой цене я буду выходить из альткоинов, а в какой фазе рынка я сейчас нахожусь. Иначе, если вы не будете знать, а поставите себе цель, допустим, продать этот альткоин по 1000 долларов за одну монету, и не зная, в какой фазе рынка мы находимся, могут все это пропустить и просто потерять свои деньги. Даже не, вот если у этого человека нет знаний вот всего вот этого рынка, где он сейчас находится. Итак, давайте посмотрим на вот этот вот рисунок. Большинство, наверное, уже видели такой вот график или наподобие, где у нас сейчас сначала идет неверие, надежда, оптимизм, вера, возбуждение, эйфория, самодовольство, беспокойство, несогласие, капитуляция, паника, гнев, депрессия, неверие. То есть вот эти вот циклы, они повторяются. И давайте я вам сейчас более подробно покажу, как это работает на графике. Итак, вот у нас открыт график биткоина. Так. То есть по графику мы можем сказать, вот то, что вот сейчас показал на рисунке, там всего много написано, но на самом деле существует всего лишь 4 фазы: накопление, рост, распределение, капитуляция, и заново идет накопление. Вот если это так все понять, то можно понять, когда надо выходить из рынка. Допустим, у меня сейчас график биткоина. Ну, допустим, смотрите. Что у нас здесь идет? Здесь все понятно, то, что здесь идет у нас фаза накопления. Так. Здесь у нас идет фаза роста. Ну и здесь у нас идет также фаза распределения. Смотрите, на самом деле вот этого... Сейчас я прямоугольник нарисую. Вот здесь вот, когда пошло снижение и потом заново рост, ну, по идее, вот этого не должно было быть. Потому что в 2021 году, вот именно в этот момент, ФРС США начали просто заливать деньги и росло все. Давайте я вам открою наглядный график, допустим, Solana. Вот по Solana все очень понятно. Так, давайте лучше Solana откроем на OKX, где все понятно у нас. Вот. Давайте сделаем вот так вот. Вообще у нас вот Solana только вышла. О ней у нас никто не знает. Вот этот, что у нас за проект. Это сейчас мы знаем то, что Solana, о, такой мощный проект, да. Но тогда про него никто не знал. Допустим, здесь у нас были ранние инвесторы, которые зашли, они либо выходили в них, либо держали, и потом у нас опять пошел вот этот вот рост. Вот этот вот рост, и потом снижение. Но этот рост шел не несколько дней, то есть не один день, не недели, там несколько сотен дней шли вот именно вот здесь вот. Потом также у нас, так как этот график уже давно сформулирован, сложно сказать, показать здесь, потому что мы смотрим, как тут еще падало все, и многие инвесторы выходили из этого рынка, кто вот здесь вот покупал, теряли свои деньги. Также дальше у нас пошел рост. Вот здесь вот у нас пошел рост.
Ну и вот здесь у нас уже пошла стадия распределения. Эта стадия также идет не один день, и не неделю, не две. Здесь будет где-то месяц или два, чтобы выйти из этого актива. Также у нас началась потом после фазы распределения капитуляция. И вот в этом месте некоторые там говорили, вот можете открыть даже YouTube, и тех годов, это был 21 год, где говорили Solana покупать, то что думали, то что здесь это просто скидки. Вы понимаете, смотрите, вот 258, вот здесь вот на пике он стоил $258, одна Solana, здесь же он упал вот и где-то сколько, допустим 75, да, и он опять вырос до 143 и опять скатился. И скатился он, давайте посмотрим от хаев, допустим, на самый, это минус 95%, вот почти обнуление. Вы представляете, вот у человека, у которого нет знаний, как, он бы сказал, да пошла она нахрен вся эта крипта, я больше не буду в нее лезть, просто вот, но это от незнаний. Если бы ему тогда сказали, докупай, то усредняй просто проект, он бы сказал, да пошли вы нафиг, потому что я здесь очень много денег потерял, если бы он здесь сюда, допустим, какой-нибудь миллион внес. И смотрите, что у нас здесь произошло. Сейчас я открою так прямоугольник. И вот здесь уже фаза накопления идет. Накопление. Смотрите. Вот идет капитуляция. О какой речи? О какой покупке здесь может быть речь, когда идет капитуляция? Сейчас снижение будет, накопление. Вот именно в этот момент и надо покупать. Вот. И смотрим, что было дальше. Вот, ну вы представляете, насколько просто вот она упала. И сейчас мы смотрим, насколько она выросла с нулев. Вот она стоила, помню, когда $8 стоила. Вот сейчас, допустим, она стоит $119. Это плюс... Она очень хорошо выросла. Это плюс 1125%. Ну, просто, ребята, вот. Сейчас же Solana уже покупать, ну... Я сейчас уже Solana перестану покупать. Так же, как и биткоин, я перестал покупать. Давайте на некоторые активы посмотрим. Вот, допустим, график эфира. То же самое у нас здесь повторяет стадия накопления. Но вот в этот момент я здесь бросил покупать. Я купил... Даже вот здесь вот, я показывал вам где-то в сентябре или октябре за 1600. Здесь же я не покупал. И вот здесь вот также, это у нас, нам очень хорошо повезло, то что сейчас опять стадия накоплений в эфириуме идет. То есть в эфир еще можно заходить. Вот, то есть, ребята, смотрите, если вы будете знать, где находится, где вы находитесь, в какой фазе, вы очень можете узнать, когда вам продавать. Также сейчас очень многие говорят, что никакого альтсезона не будет. Но, ребята, на самом деле сейчас это просто выкидывают слабые руки. Я считаю, то, что это последнее падение. Вот сентябрь это будет последнее падение. И когда в этот момент сейчас уже надо покупать вот эти вот все альткоины. В своем телеграм-канале я также скидываю, что я покупаю, куда вкладываю. Также скидываю свой портфель, насколько он там вырос или упал. Ребята, вот сейчас вот если вы не будете заходить, это у вас есть последняя возможность. Сейчас надо потерпеть. Многие, конечно же, сейчас выходят. Также, ребята, надеюсь, вы поняли, что... как работают вот эти вот фазы рынка, когда заходить и когда покупать. И самое главное, ребята, здесь еще нужно терпение. Не надо вот думать то, что вот я сейчас зашел и через месяц буду богатым. Нет, так не работает. Да, также, ребята, забыл показать, если, допустим, самое важное, вы, допустим, зашли. Так, давайте откроем. Вот. Где график начертан. Вот если вы зашли вот здесь вот. И вас вот скинуло, и все, и вы потеряли деньги. Не надо ничего продавать. Ждите 2 года, 3 года. Ваше время наступит. И вот здесь лучше... Конечно же, лучше усредняться. Я же также, ребята, вот я также заходил здесь Solana. Ну, у меня не так много было. Я чуть-чуть купил и просто ждал. У меня были знания. Я знал то, что сейчас это все упадет. И потом начнет расти. Я же это как-то смог выдержать вот эти даже 2,5 года. И сейчас на Solana я в плюсе. Вот, ребята,
Вот так вот, ребята, это работает. Поэтому, ребята, давайте не печалимся, просто покупаем. Не надо думать, то, что альт-сезона не будет, альт-сезон он будет. Либо начнется, вот я его жду, то, что в октябре уже начнется постепенный маленький рост, постепенно. И, ребята, до альт-сезона осталось чуть-чуть. Самый настоящий альт-сезон начнется в 2025 году. Поэтому, ребят, давайте всем удачных инвестиций. Подписываемся на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Всем до свидания, всем пока и до скорых встреч.